Всем привет, меня зовут Алина, и сегодня я расскажу свою историю родов в бесплатном госпитале Аргентины. Если вы еще не видели первую часть видео, то советую посмотреть на канале. Там будет история про беременность. И еще будет третья часть этого видео. В ней я расскажу, как здесь обстоят дела уже после рождения ребенка. Итак, вводную часть рассказала. Теперь переходим к основной части истории моих родов в Аргентине. Как сейчас помню, что мы гуляли с мужем по району Пуэрто-Мадейра. Была такая очень хорошая погода, закат, то есть это был уже вечер, и я почувствовала какие-то странные ощущения внизу живота. Так как это были мои первые роды, я еще не совсем понимала, что такое схватки, то есть читала в интернете, конечно, но эти ощущения, мне кажется, нельзя как-то прям в точности описать, то есть их можно только почувствовать. И обычно первые схватки, они такие не сильные, поэтому я как бы почувствовала, но при этом мы пошли дальше гулять, еще зашли в Starbucks, дальше гуляли по этой красивой набережной, там вокруг стоят яхты, я наслаждалась всем этим моментом. Когда мы пришли домой, я первым делом проверила сумку в роддом и скачала приложение, которое считает схватки, чтобы было понятно, когда все-таки уже будет пора ехать в госпиталь. И так всю ночь я их считала, плохо очень спала, то есть там просыпалась там каждые 10 минут, каждые 5 минут, и уже под утро приложение само начало показывать то, что пора ехать в больницу, а нам до роддома было ехать где-то 50-40 минут. Не спрашивайте, почему мы так выбрали роддом. На самом деле, просто мы выбрали отдельно квартиру и отдельно больницу, в которой мне бы хотелось родить. И так совпало, что они находились вот на таком расстоянии. То есть, если бы мне нужно было поехать прям супер скоро, срочно в больницу, то мы бы поехали в другую. Но по своим ощущениям я чувствовала то, что время еще есть, поэтому мы вызвали такси, собрали вещи и спустились с мужем вниз ждать нашу машину. Короче, сегодня 30 апреля. Раннее утро, я не знаю сколько, 7 утра. Ну, уже 8, да? 7, да. 7, 8, что-то такое. Вот, стоим, ждем такси. Что-то там я насчитала себе. Ага, сумочку, все. Началось. И одно из светлых тоже таких воспоминаний сейчас. Я помню, что мы ехали по Буэнос-Айресу, был очень красивый рассвет, а я люблю закаты, рассветы, для меня это всегда что-то такое особенное. В машине играла такая приятная, веселая, что ли, аргентинская музыка, и я в тот момент думала, какой красивый день выбрал малыш, чтобы родиться. И пока мы ехали в роддом, у меня было много мыслей в голове, но для меня процесс родов, он какой-то, знаете, не как вот говорят там роды, это что-то такое болезненное, страшное. Почему-то я к этому относилась как к празднику, как к тому дню, когда появится на свет новый человек. И я выбрала больницу, собрала сумку, рядом был мой любимый мужчина, которому я полностью доверяю, и я полностью доверяла врачам, потому что я ничего не понимаю в этом процессе. Поэтому я себя чувствовала как-то спокойно и очень радостно. То есть, да, конечно, были какие-то болезненные ощущения, но вот этот вот мой такой радостный, что ли, настрой того, что это очень такой светлый день, но он мне помогал справляться, и мне кажется, что, возможно, я поэтому даже не так сильно чувствовала схватки. И вот мы приехали в больницу, я позвонила своей переводчице, чтобы она тоже к нам подъехала. На удивление, в больнице вообще не было людей, мы просто зашли. Я помню то, что очень еще хотела мороженое скушать. Вот, собственно, мы его потом и купили. Короче, сидим, ждем переводчицу. Купила себе мороженое. У меня уже схватки прям почаще начались. Вот, ну так хорошо, тут сидишь такой на воздушке. Если она придет, пойдем к врачу. Без всего настроения. Да, Вчера валялась. Вчера вообще привела. жизнь была, да, капец. А сегодня хорошо.
Когда приехала переводчица, мы уже с ней и с мужем пошли в отделение. Меня посмотрели, сказали, что раскрытие только 1 сантиметр. Поставили КГТ, проверили, что с пульсом малыша все хорошо, и сказали, что с таким раскрытием можете ехать домой. Я этого, конечно, не ожидала, то есть тут уже стоит и муж, и переводчица, я уже как бы готова ко всему процессу, но сказали ехать домой. В итоге мы поехали домой. Короче, нас из больницы обратно отправили домой, сказали, что у меня еще недостаточно раскрытие. Вот, и когда я легла на ЭКГ, схватки почему-то практически пропали. Ну, типа там 1 раз, не знаю, в 20 минут, короче, 2 раза в час всего было. Вот, а до этого прям, ну, типа, периодично, и я еще ничего не поняла, ну, типа, знаете, меньше 10 минут. То есть раз там в 7 минут, 8 минут, там раз в 3 минуты, раз в 10 минут. И вот так вот они туда-сюда скакали. Я такая думаю, так, нам ехать до больницы 50 минут, поэтому надо как бы, ну, заранее, наверное. Вот, я не хотела ждать, чтобы вот именно раз в 5 минут, как говорят, вот если раз в 5 минут схватка идет периодичностью там в 2 часа, то тогда вот уже все, надо собираться и езжать. Я как бы подумала, ну, раз меньше 10, чем 10 минут, то уже пора. Мне сказали, что нет, так что терплю, вот, как-то проживаю эту боль. Ну, раньше я такая веселенькая была, типа не больно, все хорошо, а сейчас чуть-чуть, конечно, это уже больновато становится. Ну, как-то, и это получается, что где-то с 2 ночи они у меня начались, и сейчас уже 3 дня, даже 4 уже дня, вот, и уже как-то так чуть-чуть устаешь. Вот так вот. Также, пользуясь моментом, хочу напомнить, что мы выпустили свой гайд о переезде в Аргентину. В нем мы собрали всю основную информацию от начала сбора документов до уже непосредственно пребывания здесь. Также там есть информация о родах, отличие платных и бесплатных госпиталей, стоимости платных госпиталей. Добавила туда фотографии. Гайд мы разместили на сайте, чтобы удобно было смотреть в любом месте, и информацию мы обновляем. Ссылка на гайд находится в описании. Итак, сколько же обойдутся роды в бесплатном госпитале? Если вы знаете испанский язык, то для вас это будет абсолютно бесплатно. Но так как мы не знали языка, и для меня кажется, что очень важно, чтобы иметь коммуникацию с врачами хорошую, нужно брать с собой переводчиков. Всего мы ходили с переводчиком 4 раза к врачу, и это вышло у нас в районе где-то $60 за 4 посещения. И за присутствие в момент родов переводчики в основном берут не почасовую оплату, а фиксированную. И это примерно $200-300. Плюс мы еще сдавали несколько платных анализов. То есть в среднем, если приезжаете на последнем месяце беременности, то роды обойдутся около $400, если вы не знаете испанский язык и берете с собой переводчиков. Домой мы приехали где-то в 3-4 дня. Я помню, что лежала и высчитывала, опять же, количество схваток, потому что, ну, до роддома все-таки ехать далеко. Вот, чтобы точно не упустить этот момент. И в итоге уже прям такие активные, они начались где-то к 1 ночи, когда, ну, даже к 12, наверное, когда я уже все, типа, не могу терпеть, поехали, будем в больнице просто там находиться. Мы с мужем снова вызвали такси, снова поехали в больницу. И я помню то, что мы приехали, уже было в больнице темно, опять же супер чистый такой длинный коридор, и сбоку вышел мужчина, увидел то, что мне уже вообще не супер весело, то есть в целом я себя, знаете, как чувствовала эмоционально вроде как и хорошо, но я устала физически просто капец как. И он меня увидел, притащил какую-то коляску, посадил меня туда, и Илья вез меня по этому длинному коридору к врачам. Короче, мы едем. Только я сейчас врежусь. Капец больно. Вот это приключение.
места в Аргентине. Но при этом, что вы думаете, мы идем к врачу. Она меня осматривает и говорит: ой, у вас раскрытие еще не такое большое, езжайте домой. И я думаю: господи, как езжайте домой? Уже столько времени прошло. И она меня спрашивает: а вы далеко живете? Я говорю: ну, нам ехать где-то 50 минут. Она такая: ой, нет, тогда оставайтесь. И в итоге мы там остались как бы в предродовой палате, там просто стояла кушетка, аппарат для КГТ, мячик, на котором можно было попрыгать, и душ с туалетом. Вот, Илья все это время находился со мной, я кое-как пыталась спать. Я помню, что я еще скачала себе медитации для беременных, тоже слушала, и это мне немножечко помогало расслабляться, потому что уже, конечно, было тяжело, но такое долгое время находиться в схватках, не спать, но мне прям помогало это как-то проживать, что ли, этот момент. Было больно, конечно, вот, но в целом пережить можно. В итоге к нам потом подъехала переводчица. Они там уже что-то с Ильей начали болтать, уже вышли из этой предродовой, а я лежала и в какой-то момент почувствовала, что прямо капец какое, опять новое ощущение. Но уже было, знаете, такое чувство, что вот все, типа, можно обратно меня как-нибудь забрать, чтобы я не рожала. То есть вот этот момент, я насколько понимаю, что это потуги, и вот всем именно в этот момент хочется просто верните все обратно. И тогда я говорю: так, все, зовите врачей, пожалуйста. У меня прям какая-то типа паника началась, до этого я была супер спокойная, а тут Илья даже говорит, знаете, какой-то такой момент, немножко как будто звериный, скажем так. И они позвали врачи меня посмотрели, сказали, что уже хорошее раскрытие, притащили мне кучу бумажек, которые нужно было заполнить. Я расписывалась на этих бумажках, уже, конечно, в таком состоянии было не до этого, но это всегда нужно делать в больницах. И я помню, что была очень хорошая тогда медсестра, или я не знаю, как они правильно называются, кто мне помогал. Она мне делала массажи, она говорила: хочешь, присядь на фитбол, попрыгай, хочешь стоя, хочешь лежа. То есть обо мне прям как-то заботились, а я понимала то, что мне удобнее всего только лежать. То есть что бы я ни пробовала делать, вот лежать мне было прям супер удобно, а все остальное нет. И в какой-то момент появилось очень много врачей, они меня посадили опять на коляску, уже перевезли в родовую палату, там же находилась со мной и переводчица, и Илья. И я помню такой момент, что вокруг меня, наверное, 10 врачей, и при этом они такие улыбчивые, спокойные, то есть они ходят, я тут рожаю, мне плохо, а они вообще такие размеренные, там, оля, там, привет, ой, все хорошо. И вот это вот их настроение, оно мне тоже передавалось, потому что я лежала и понимала, что, ну, значит, все нормально. Если как бы их ничего не беспокоит, значит, все хорошо. И Илья говорит, что с ним было то же самое. Ну, то есть он видел, что что-то происходит новое, скажем так, но из-за того, что именно врачи ведут себя как-то очень профессионально и спокойно, он тоже подуспокоился, то, что значит, ну, все протекает хорошо. В итоге мне потом все-таки поставили окситоцин для того, чтобы немножко простимулировать этот процесс. Это уже было там за 20 минут до момента X. И дали подышать кислородом, потому что я уже тогда прям чувствовала себя не очень, то есть как будто находилась в отключке. Ну, прикиньте, около 30 часов схваток, да, у меня было, и я плохо спала. То есть, естественно, уже физическое состояние такое. Тут и просто человеку, наверное, сложно такое вытерпеть. И я помню, что все врачи меня тоже поддерживали, там спрашивали, хочу я родить стоя или лежа, как мне удобней. Но я в тот момент уже ничего не понимала, я думала уже, давайте, появись скорее. 1 мая в 7:20 утра Герман появился на свет.
И я еще тоже подумала о том, что, блин, такая красивая дата, 1 мая. И я помню, что когда он родился, мне сразу положили его на грудь, дали немножечко покушать, потом уже перерезали пуповину, отдали малыша мужу. Мы все такие лежали, улыбались, врачи тоже улыбались, типа ура, ребеночек появился. И уже муж потом пошел с врачами делать прививки, его взвешивали, отпечаток ножки, ручки делали. Короче, вот эти вот все процедуры они там делали, вот пока я заканчивала свои дела. И после этого мой муж с Германом пришли ко мне, и все врачи вышли из родовой палаты, выключили свет, чуть призакрыли дверь, и полчаса где-то я, малыш и муж, мы вместе лежали, там малыш кушал, а мы с Ильей общались вообще как что прошло. И это был такой очень теплый для меня момент, потому что, да, не сразу меня повезли в палату, а вот сначала дали побыть мне, сыночку и мужу вместе. Потом врачи пришли, включили свет и уже повезли в палату. Как там выглядят палаты? Это такая большая комната, которая разделена перегородками, и в каждой из перегородок стоит по 2 кровати. То есть по факту это такие маленькие комнатки на 2 человека. И сначала меня поселили с девушкой аргентинкой, а потом, когда узнали, что я русская, и там тоже была девушка из России, нас уже поселили в одну палату, чтобы было не так скучно, и мы могли поболтать. Кормили в госпитале 3 раза в день. Утром это в основном был там чай с молоком и печенькой, в обед уже был полноценный прием пищи, и вечером тоже полноценный прием. Всего мы находились в роддоме 2 дня. Там обычно долго не задерживают, если все прошло хорошо. И каждый день по утрам к нам приходило просто миллион разных врачей. Кто-то смотрел глазки, кто-то ушки, показывали, как правильно кормить, как сидеть, как держать малыша. Короче, в этом плане мы прям без внимания не оставались, и все было на должном уровне. А еще мужу можно было приходить меня навещать час в день в определенное время. По-моему, это было с 2 до 3. В разных роддомах это по-своему. А вот переводчице или кому-то женского пола можно приходить вообще в любое время и оставаться помогать с малышом. Когда нас выписывали, мы еще подарили тортик врачам, но просто не знали, что подарить, а были безмерно благодарны. Вообще огромнейшее спасибо врачам и все, кто были в этот день, потому что я считаю, что мои роды прошли прям хорошо. И поэтому для меня это история таких, да, долгих, но хороших, приятных и естественных родов. Там, без эпидуральной анестезии, без каких-то там надавливанием, вытягиванием ребенка, то есть ничего такого не было. Все как-то максимально естественно прошло. Возможно, у кого-то есть свои истории, опять же, положительные или, может быть, неположительные. У всех беременность протекает и роды по-разному. Но сегодня я поделилась именно своей историей, как это прошло у меня. Надеюсь, эта информация была вам полезна. Ставьте лайки, пишите комментарии, если вдруг что-то еще не рассказала и интересно. Увидимся в следующем видео.